Музыка и мир замер. Чингук из BTS удостоен высшей награды на бразильской премии SEC Awards 2025. Привет, армия. Когда мир ничего не сказал, но все понял. Не каждое чудо приходит с аплодисментами. Не каждый герой поднимается на сцену. Иногда самые сильные истории начинаются с тишины. А иногда самое громкое послание произносится шепотом. 3 августа 2025 года. Бразилия. Страна, где ритм живет в крови ее народа. Где музыку не просто слышат, но и чувствуют. Премия SEC Awards 2025 – одно из самых престижных культурных событий Латинской Америки, в самом разгаре. Вспышки камер, голоса громче, энергия пульсирует, как биение сердца по большому залу. Знаменитости украшают красную дорожку. Ведущие шутят и ослепляют. Поклонники кричат от восторга. Но затем внезапно атмосфера меняется. Толпа затихает. Имя произносится тихо, благоговейно и артистом года мирового масштаба. Становится Джон Чингук из Южной Кореи. И мир замирает. Нет ни победной музыки, ни шагов по сцене, ни блеска, ни конфетти, ни громовых возгласов. Только тишина. И в этой тишине открывается истина. Истина глубже славы, ярче прожектора, громче аплодисментов. Мир сделал выбор. И он выбрал искренность. Джункук, вышедший из тени. Задолго до трофеев, задолго до стадионов и вспышек света. В его груди жил мальчик. Мальчик, который был тихим, замкнутым, часто незамеченным. Он не говорил громко. Он не искал прожектора, но он слушал. Он чувствовал. Он работал неустанно, тайно и часто невидимо. В 2013 году Чингук дебютировал с BTS как самый младший участник группы, которой нужно было все доказать. И ни на что было опереться. Он был всего лишь подростком, неуверенным, все еще ищущим свой голос. Но даже тогда в нем было что-то безошибочное. Не просто талант, а правда. Пока другие гнались за признанием, Чингук гнался за ростом. В то время как многие говорили, чтобы быть услышанными, Чингук пел, чтобы быть понятым. Он не кричал, чтобы привлечь внимание. Он шептал, и мир наклонялся к нему. Голос, пронзающий сердце. А не алгоритмы. В современной музыкальной индустрии правят алгоритмы. Песни пишутся, чтобы попасть в тренды. Стать вирусными, поразить чарты, выпустить тизеры, начать обратный отсчет, числа стать богами. Но Чингук выпускает музыку как молитву. Никакой шумихи, никакого шума, никакой стратегии, просто песня, просто голос. По-прежнему с вами мои семеро, стоящие рядом с вами. Каждый появлялся без фанфар. Без многомиллионных кампаний, без маркетинговых взрывов, без тактики привлечения внимания. Только мелодии, только эмоции, просто человек, открывающий свое сердце. И каким-то образом эта тихая искренность разнеслась по всему миру. В Бразилии его песни стали саундтреком молодежи. В провинциальных городах его голос звучал из сломанных радиоприемников и динамиков кафе. В больницах он стал колыбельной для испуганных детей. В домах, где никто не говорил по-корейски, люди все равно плакали под его музыку, потому что чувства не нуждаются в переводе. Бразилия выбирала не глазами, а сердцем. Бразилия — страна страсти, самбара, футбола, историй, которые поются из поколения в поколение. Это не то место, где легко склоняются перед международной славой. Их сердца бьются в своем собственном ритме. Их музыка священна. Их артисты — местные герои. Поэтому, когда Чингук обошел тысячи номинантов, включая крупнейших латиноамериканских исполнителей и мировых титанов без рекламы, без выступлений, даже не присутствуя на них, это не было случайностью. Это был феномен. Было отдано более 10 миллионов голосов в 70 странах.
И в конце концов сердце Бразилии прошептало одно имя громче всех остальных. Чингук. Не из-за чартов. Не из-за внешности, а потому, что он заставил их почувствовать что-то настоящее. Подросток из Сан-Паулу сказал. Я не понимаю его тексты, но его голос звучит так, будто меня кто-то обнимает. Мать из Ресифи поделилась, когда у меня была депрессия, я слушала его музыку каждый день. Только это не давало мне почувствовать себя одинокой. Момент без софитов, но в то же время полный света, без торжественного появления. Без дизайнерского смокинга, без живого выступления, только экран и мужчина в форме. Чингук все еще. Служащий в южнокорейской армии появился в простом виде. Он не пытался блистать. Он просто говорил от всего сердца. Спасибо. Бразилия. Я этого не ожидала. Я даже не думала, что ты думаешь обо мне, но ты всегда был в моем сердце. Я вернусь. Я спою для тебя. Обещаю. Спасибо. За то, что слушаешь, даже когда меня нет. Затем он поклонился и улыбнулся. И в этот момент человек в форме стал артистом года. Не благодаря выступлению, а благодаря присутствию. Присутствию, которое превосходило физическое пространство. Мир отвечает не шумом, а уважением. Социальные сети взорвались не истерикой, а благоговением. Премия Хиш Джонкок Awards 2025 попала в тренды более чем в 60 странах. Не потому, что люди кричали, а потому, что они чувствовали. В ТикТок незнакомцы плакали, слушая его выступление. В Инстаграм фанаты переводили его слова на десятки языков. На YouTube бразильские музыканты создавали трибьют-видео, каверы, ремиксы, искренние благодарности. И СМИ. CNN написал, ему не нужна была сцена. Мир ее ему дал. Журнал Time назвал его молчаливой иконой. Даже скептически настроенные критики вынуждены были признать, что это была не просто победа. Это был культурный сдвиг. Джонкок и эпоха тихой власти. Мы живем во времена, когда внимание — это валюта. Где побеждает самый громкий, где вирусность — цель, а тонкость теряется. Но Чингук напоминает нам, что тишина не слабость. Что быть невидимым не значит быть незаметным. На самом деле. Чем дальше он отходил, тем больше мир к нему обращался. Когда другие публиковали посты ежедневно, Чингук исчезал. Когда другие вели прямые трансляции часами, он молчал. Когда другие кричали. «Посмотрите на меня», Чингук прошептал, «Я здесь, если я вам понадоблюсь». И мир услышал его. Потому что, возможно, мы все устали от шума. Возможно, мы жаждем не большего контента, а большей связи. Послание. Всем нам и будущему. Это не только о Джонкуку. Это о вас, о нас. О каждом, кто когда-либо задавался вопросом, имеет ли значение тихая доброта. Будет ли когда-нибудь замечен упорный труд в тени? Будет ли любовь, отданная без ожиданий, иметь силу? Ответ – да. Победа Джонкук – это победа искренности, уязвимости, веры в то, что не нужно кричать, чтобы быть услышанным. Мы живем во времена, когда говорить громче часто означает говорить за других. Но Чингук показывает нам, что иногда наибольшее влияние оказывают те, кто выбирает слушать. И именно поэтому его слушали. Победа, которая переосмысливает славу. Он не ходил по красной дорожке. Он не выступал вживую. Он не вел предвыборную кампанию. Но мир выбрал его. Потому что слава не в том, как часто тебя видят. Она в том, насколько глубоко тебя чувствуют. Чингук переопределил, что значит быть мировой иконой. За ним непросто. Следует, ему доверяют не потому, что он просил любви, а потому, что он ее дарил. И делая это, он напомнил миллионам о чем-то важном. Что ты важен. Даже если ты молчишь, даже если
Ты не уверен, даже если ты все еще ищешь свой голос, ты важен, потому что, как и Чингук, ты все еще можешь изменить мир, просто будучи собой. Поздравляю, Чингук. Даже в тишине. Ты ревел. Даже в отсутствии ты присутствовал. И благодаря этому тебя никогда не забудут.